Dendy — это детство, веселые платформеры и простая графика. Но среди всех этих Марио и танчиков скрывались настоящие кошмары. Сегодня топ-9 самых жутких и мрачных игр на 8-битной приставке Dendy. Приглушите свет, мы начинаем. Доктор Джекил и Мистер Хайд, 1988 год. Игра Доктор Джекил и Мистер Хайд для NES – одна из самых странных и запоминающихся, правда, не в хорошем смысле, игр 8-битной эпохи. Она вышла в 1988 году в Японии и в 1989 году в США. Ее издателями были Toho и Bandai. Игра основана на классическом романе Роберта Льюиса Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Главный герой – уважаемый доктор Генри Джекил, который страдает от раздвоения личности. В гневе он превращается в жестокого и безжалостного мистера Хайда. Игра делится на две части. Первая часть — это уровни за доктора Джекила, а вторая — уровни за мистера Хайда. И каждый из них по-своему мучительно. Игровой процесс за доктора Джекила. Ты идешь медленно и неуклюже в сторону церкви. Там должна состояться твоя свадьба. На пути встречаются раздражающие NPC. Мальчики с рогатками, агрессивные курильщики, кошки, птицы, фейерверки, все что угодно, чтобы разозлить тебя. Враги не убивают тебя напрямую, а повышают уровень стресса. Ты можешь атаковать с помощью трости, но она бесполезна почти во всех случаях. Даже обычную собаку не остановит. Когда шкала ярости заполняется, доктор Джекил превращается в мистера Хайда. Игровой процесс за мистера Хайда. Экран инвертируется, все становится темным, музыка меняется. Теперь ты идешь в обратную сторону уровня, уничтожая демонов и монстров кулаками и энергетическими атаками. Если ты дойдешь до того места, где был Джекил до трансформации, тебя поражает молния и ты умираешь. То есть ты не должен пройти слишком далеко назад. Убивая монстров, ты понижаешь уровень ярости, и тогда можно вернуться в форму доктора Джекила. Игра не объясняет, что делать. Игроки часто терялись, не понимая, зачем Хайд идет назад и как вообще пройти игру. Цель игры — добраться до церкви за доктора Джекила, не умерев в процессе. Некоторые уровни в японской версии отличаются от американской, а баланс в японской версии чуть лучше. Музыка и звуки в игре мрачные и тревожные, что добавляет ощущение психоза. У игры ужасный контроль персонажа, медленный отклик и низкая скорость движения. Бесполезное оружие, сложная и запутанная игровая механика. Часто игра считается одной из худших игр на Dendy. В основном из-за путаницы с механиками и несправедливого геймдизайна. Что в итоге? Доктор Джекил и Мистер Хайд на NES — это больше эксперимент, чем полноценная игра. Она путает, раздражает, но точно оставляет след в памяти. Это пример того, как амбициозная идея может провалиться без хорошей реализации. Zombie Nation, 1991 год. События происходят в 1999 году. Инопланетный паразит Darkseid падает на Землю и превращает большую часть американского населения в зомби. Он также крадет легендарный самурайский меч, святыню японской культуры, которая почему-то хранилась в США. Чтобы вернуть меч и остановить зомби-апокалипсис, японский воин по имени Намакура отправляется в Америку в виде гигантской летающей головы, которая плюется глазами и мозгами. Его цель — уничтожить армию зомби, освободить захваченных людей и вернуть меч. Zombie Nation — это традиционный горизонтальный шутер, но с кучей уникальных фишек и полной безбашенностью. Ты управляешь гигантской отрубленной головой самурая, которая стреляет глазными яблоками и плюется кусками мозга врагов. Это и есть твой основной способ атаки. Ты сражаешься с зомби-солдатами, самолетами, вертолетами, танками, летающими головами, мутантами и другими врагами. Почти все на экране пытается тебя убить. Города, здания, мосты — все можно разрушать. При разрушении зданий ты выпускаешь захваченных людей, выживших американцев. Чем больше спасенных, тем выше сила атаки. Это одна из самых оригинальных механик в игре. Твой урон растет вместе с количеством спасенных. У тебя есть шкала жизни и мощи атаки.
В конце каждого уровня сумасшедший босс, например, огромная статуя свободы, мутировавшая и ожившая, мутант-вертолет. У каждого босса уникальные атаки и уязвимые точки. Zombie Nation — это одна из самых необычных и сумасшедших игр на NES. Она не просто странная, она веселый сюрреализм, сделанный с любовью. Faster Quest, 1989 год. Игра основана на персонажах семейки Адамс, а главным героем выступает эксцентричный и лысый дядюшка Фестер. О сюжете. Однажды ночью, когда дядюшка Фестер наблюдал за звездами, инопланетный корабль приземлился на огород и началось вторжение. Семейка Адамс мобилизуется, но именно Фестер берет на себя миссию по спасению человечества. Он вооружается космическим оружием и отправляется сражаться с армией инопланетян. Faster Quest — это смещение жанров. Вид сверху, со вставками в стиле трехмерных подземелий. Есть элементы RPG. Фестер изначально вооружен инопланетным бластером, который стреляет медленно и слабо в начале, но может быть прокачан до 8 уровней, улучшая скорость и ширину атаки. Однако при получении урона уровень оружия понижается, и это делает игру очень сложной. В игре есть предметы, помогающие герою при прохождении. Это слаймы для атаки, лампочки, которые освещают темные участки, ключи, открывающие двери, лечебные зелья, гранаты и ракеты. Каждый предмет используется вручную, и грамотное управление ресурсами – ключ к выживанию. Игра делится на два основных режима. Это город с видом сверху. Ты бродишь по городу, сражаешься с врагами, враги постоянно респавнятся, часто прямо на тебе, находишь входы в подземелья и здания. И второй режим подземелья, псевдо-3D вид. Это трехмерные коридоры. Тут ты ищешь боссов и получаешь апгрейды после победы над ними. Боссы здесь — это гигантские инопланетные существа, каждый со своим паттерном атак. Убив босса, ты получаешь апгрейд, который нужен, чтобы попасть в следующий район. Игру выделяет неплохое звуковое оформление. Sunsoft славится своими звуковыми дорожками на NES, и Faster Quest не исключение. Музыка здесь мрачноватая, отлично передает атмосферу инопланетной угрозы. Звуки оружия, попаданий, шагов и выстрелов насыщенные и узнаваемые. Пятница 13, 1989 год. Ты играешь за одного из шестерки вожатых, оказавшихся в лагере, где оживший убийца Джейсон Вурхис охотится на детей и вожатых. Твоя цель – остановить Джейсона, прежде чем он убьет всех. Это не просто экшен, это частично survival horror. Игра разделена на 3 дня. Каждый день состоит из циклов. Джейсон появляется в случайном месте и атакует детей и вожатых. Потом ты должен быстро добраться до нужной локации, чтобы остановить его. И в конце каждого дня бой с самим Джейсоном. Если он убьет всех вожатых или детей, game over. Ты управляешь одним из 6 вожатых. Каждый имеет разную скорость, силу прыжка и броска. И может передавать предметы другим. Управление между ними можно переключать вручную на карте. Лагерь — это большая открытая карта с лесами, озером, домами, пещерой и так далее. Ты свободно перемещаешься, сражаешься с врагами и ищешь полезные предметы. Карта плохо ориентирована, и один из главных вызовов игры — не потеряться. Когда Джейсон нападает на детей или другого вожатого, экран мигает и звучит тревожный звонок. У тебя есть ограниченное время, чтобы добраться до нужного домика и защитить жертву. Не успел? Ребенок или вожатый умирает. С Джейсоном ты сражаешься внутри домов, в псевдо-трехмерном виде сбоку. Он внезапно появляется, как в скримере. Уворачивайся от ударов и атакуй. У него огромный запас здоровья. Ты должен победить его трижды, по одному разу на каждый день. Сложность возрастает с каждым днем. Он становится быстрее и агрессивнее. Музыка в игре мрачная и навязчивая, особенно во время тревоги. Существует постоянная тревожность и страх, что Джейсон нападет в любой момент. Для NES игра действительно нагнетает напряжение, особенно в темных домах. Многие игроки в детстве ненавидели эту игру за запутанную навигацию, резкое увеличение сложности и постоянные внезапные смерти.
Но с годами «Пятница 13» для NES приобрела культовый статус как одна из самых странных и пугающих игр своего времени. Monster Party, 1989 год. Ты играешь за обычного американского школьника по имени Марк, которого внезапно похищает инопланетянин Берти, крылатое существо с телом дракона. Берти говорит, что его мир захвачен монстрами и ему нужен храбрый герой. Так как Берти сам не справляется, он сливается с телом Марка, и теперь Марк может превращаться в Берти, обладая суперсилами. Это 2D-платформер с элементами битэмапа и ужастика, в котором игрок проходит 8 уровней, каждый из которых полон сюрреализма, монстров и странных боссов. В форме Марка ты вооружен бейсбольной битой, которой можно отбивать снаряды врагов. Это важно в битвах с боссами. В форме Берти можешь летать и стрелять огнем, нанося сильный урон. Но превращение временно, только пока есть специальные пилюли, выпадающие из врагов. Каждый уровень имеет необычную тему, от кладбищ и замков до гигантских желудков и кровавых фонтанов. Содержит несколько дверей, за каждой дверью скрывается босс. Чтобы пройти уровень, нужно победить определенное число боссов, обычно это 3. Боссы – самая легендарная часть Monster Party. Это не просто враги, это абсурдные, жуткие или пародийные существа. Игра ломает ожидания. Один босс может просто умереть до боя, другой никого не атакует и так далее. Чтобы превратиться в Берти, нужно собирать пилюли, которые выпадают из врагов. Игра — это сатирический коктейль, где ужасы сочетаются с глупостью. Графика изначально милая и яркая, резко становится мрачной и кровавой. В первом уровне фон внезапно превращается в море крови, а деревья в обнаженные кости. Некоторые фразы боссов нелепы, пугающие или просто абсурдны. Звуковое сопровождение меняется от бодрого к тревожному и криповому. Музыка отлично передает смену настроения. Shadowgate, 1989 год. Ты играешь за безымянного героя, последнего из рода королевских героев, которому поручено остановить злого колдуна, лорда Втора, прежде чем он вызовет демона Бегарата, чтобы уничтожить этот мир. Твоя цель — проникнуть в замок Shadowgate, древнюю крепость, полную ловушек, монстров и магических загадок, и уничтожить зло, скрытое внутри. Shadowgate — это игра в стиле point-and-click, адаптированная под геймпад. Вся игра проходит с первого лица в виде последовательности экранов с красивыми статичными фонами. Ты выбираешь действие, затем объект и взаимодействуешь с окружением. Все происходит в пошаговом стиле. Игра — это лабиринт из комнат, наполненных загадками, секретами, предметами и ловушками. Ты должен внимательно исследовать каждую комнату, собирать ключи, факелы, свитки, оружие и комбинировать предметы. Неверное действие — смерть. У тебя есть ограниченное количество факелов. Если они погаснут, ты умираешь в темноте. Это создает постоянное давление. Нужно искать новые факелы или способы их зажечь. Игра полна логических и опасных головоломок. Смерть — неизбежная часть игры. Почти каждая неправильная попытка заканчивается смертью героя. Открыл не ту дверь — тебя засосало в бездну. Упал в ловушку — раздавило камнями. Поднял проклятый предмет — сгорел заживо. Но это часть геймплея. Игра поощряет экспериментирование, и ты учишься на ошибках. Shadowgate — одна из немногих игр на NES с глубокой атмосферой темного фэнтези. Даже музыка создает ощущение страха и одиночества. Саундтрек — один из самых запоминающихся на NES, мрачный и тревожный. При смене комнат музыка часто меняется, подчеркивая напряжение и опасность. Смертельные события сопровождаются резкими музыкальными акцентами, чтобы шокировать игрока. Здесь нет привычных экшн-сражений. Например, чтобы убить циклопа, надо использовать рог, чтобы разбудить спящего огра, который его уничтожит. Uninvited, 1991 год. Ты приходишь в себя в разбитой машине, стоящей перед старинным особняком. Твоя сестра исчезла внутри, и теперь ты должен пройти через проклятый дом, чтобы найти и спасти ее.
Но особняк непрост. Это логово темной магии, населенное призраками, демонами, зомби и призрачными ловушками. Ошибки стоят жизни, а ответы спрятаны в таинственных книгах и магических ритуалах. Как и Shadowgate, Uninvited — это point-and-click квест от первого лица, адаптированный для геймпада NES. Все действия совершаются через интерфейс команд. Ты исследуешь комнаты, взаимодействуешь с объектами, используешь предметы, читаешь записки, открываешь тайники и пытаешься не умереть. Дом состоит из множества комнат и коридоров, полных предметов, книг, шкафов, зеркал и потайных ходов. Ты осматриваешь, используешь, открываешь и собираешь предметы. Часто нужно комбинировать предметы или использовать их в нужной комнате. Некоторые предметы смертельные, если взять их без подготовки. Uninvited постоянно проверяет твое внимание. Открыл не тот ящик — призрак вырывает душу. Взял злой артефакт — умер мгновенно. Не обезвредил магию в комнате — превратился в прах. Смерти многочисленные, неожиданные и часто внезапные. Музыка напряженная и тревожная, усиливает чувство одиночества. При переходе между локациями звуковые эффекты подчеркивают опасность. Атмосфера напоминает готический хоррор, не столько пугает, сколько давит тревогой. Castlevania 3. Проклятие Дракула. 1990 год. Действие происходит за сотни лет до первой части Castlevania. Ты играешь за Тревора Бельмонда, предка Саймона Бельмонда, который отправляется в Трансильванию, чтобы остановить восставшего графа Дракулу. Дракула собирает армии демонов, чтобы уничтожить человечество. Тревор должен пройти через заполненные нежитью руины, проклятые деревни и замки, чтобы добраться до логова вампиров и положить конец тьме. Castlevania 3 возвращается к классической формуле первой части, но значительно ее расширяет. Главная фишка игры — нелинейность. После некоторых уровней ты можешь выбрать один из двух путей. Одни маршруты легче, другие сложнее, с разными врагами и локациями. Это дает высокую реиграбельность. Ты можешь пройти игру 3-4 раза по-разному. Ты можешь встретить до 3 спутников и взять одного из них с собой. Каждый дает уникальный стиль геймплея. Сифа Белнадес — колдунья с мощными магнетическими заклинаниями. Гранд Данасти — пират-акробат, может лазить по стенам и потолкам, менять направление в прыжке. Алукард — сын Дракулы, может превращаться в летучую мышь и летать. Стреляет огненным шаром, но слабее в ближнем бою. В любой момент можно переключаться между Тревором и спутником, используя разные способности в зависимости от ситуации. Каждая зона в игре — это отдельный этап ада. Разваленные деревни, болота и катакомбы, башни и мосты, замок Дракулы с самыми хардкорными испытаниями. В каждой зоне множество секретных проходов, ловушек, движущихся платформ, падающих блоков и прочих сюрпризов. Сложность в игре очень высокая даже по меркам NES. Враги появляются внезапно. Отдача от урона сбрасывает тебя в пропасть. Это игра, которую нужно учить и запоминать, и каждое прохождение делает тебя лучше. Саундтреки шедевральные. Они стали классикой 8-битной музыки. Особенно в японской версии, где использовался дополнительный звуковой чип. Там музыка глубже и мощнее, чем в американской версии. Sweet Home, 1989 год. Sweet Home — одна из самых недооцененных и страшных игр на NES, ставшей прародительницей Resident Evil. Это ролевой хоррор с элементами выживания, который удивляет своей мрачной атмосферой, системой боя, смертельными ловушками и постоянной напряженностью. О сюжете. Группа из 5 человек, документалисты и реставраторы, отправляются в заброшенный особняк Итиями, чтобы исследовать картины давно умершего художника и снять об этом фильм. Однако, как только они входят, вход рушится и они оказываются заперты внутри. Особняк проклят. Дух хозяйки, леди Мамия, убивает всех незваных гостей, а внутри бродят призраки, демоны и зомби. Теперь задача героев — разгадать тайну особняка, найти способ выбраться и выжить. Причем любого персонажа можно потерять навсегда.
Sweet Home — это ролевой хоррор с пошаговыми боями, инвентарем, исследованием, головоломками и постоянным ощущением опасности. Ты управляешь 5 уникальными героями. Кадзуо — лидер, несет зажигалку, освещает путь. Акико — медсестра, умеет лечить. Асука — реставратор, несет пылесос, очищает проходы. Таро — оператор, несет камеру, он анализирует картины. Эми — помощница, носит ключ, открывает запертые двери. Каждый герой имеет уникальный предмет, необходимый для прохождения. Если он умрет, его предмет можно найти отдельно, но это усложняет игру. Ты можешь управлять всеми 5 героями, объединяя их в группы до 3 человек. Командная работа – ключ к выживанию. Если герой умирает от ловушки, призрака или проклятия, он умирает навсегда. Умершего нельзя воскресить. Можно подобрать его уникальный предмет, но вы теряете сильного члена команды. Некоторые концовки зависят от числа выживших. Игра требует осторожности, планирования и памяти. Бои проходят в пошаговом режиме. Каждый персонаж имеет атаку, защиту и здоровье и может использовать магические талисманы или специальные предметы. Особняк полон записок, скрытых сообщений, ловушек и подсказок. Игра вводит многие элементы, которые позже перешли в Resident Evil. В игре мрачный, давящий саундтрек. Темы меняются в зависимости от ситуации. Музыка создает чувство безысходности, постоянное напряжение, что где-то рядом может быть ловушка или проклятие. Sweet Home — это настоящий скрытый шедевр 8-битной эры, предвосхитивший целый жанр. Восьмибитные игры могут быть страшнее, чем кажется. А какая из них пугала тебя больше всего? И какие из них вы вообще играли? Пишите в комментариях. Ставь лайк, если любишь хорроры, и подписывайся. У нас еще много кошмаров впереди, потому что будет подобное видео по другим приставкам. Sega, Super Nintendo, Game Boy и, конечно же, Sony PlayStation.